Майкл Джонс, фотограф дикой природы, провел годы, снимая африканские равнины Серенгети. Его объектив запечатлевал величие саванны, рассветы над золотыми травами, миграции антилоп, схватки хищников и моменты, когда природа показывала свою суровую красоту. Он видел многое, но сегодняшний день обещал быть другим. Под палящим полуденным солнцем, примерно в 150 метрах перед ним, среди руин заброшенного лагеря, что-то двигалось. Над этим местом кружились стервятники. Майкл мгновенно поднял камеру, увеличил масштаб и замер. На экране появилась невероятная сцена. Огромный белый лев, застрявший в металлической лестнице, которая сдавливала его шею. Лев был истощен до костей, стоял неустойчиво, а бледные голубые глаза смотрели прямо на Майкла, полные боли и отчаяния. Майкл сначала выстрелил сигнальной ракетой, чтобы отпугнуть стервятников, затем осторожно приблизился. С каждым шагом ситуация становилась ужаснее. Шерсть вокруг лестницы полностью исчезла, кожа была раздавлена и кровоточила. Лев едва мог держать голову, а дыхание было мучительно тяжелым. Почему этот лев оказался здесь один? Думал Майкл, чувствуя тревогу и сожаление. Воспоминания о прошлом льва всплыли сразу. 2 года назад он был королем Прайда, могучим, мудрым, уважаемым всеми. Он заботился о львятами, охранял Прайд и проявлял величие настоящего лидера. Но однажды вечером, во время охоты с семьей, произошел несчастный случай. Львенок преследовал маленькую ящерицу, и в этот момент огромная кобра появилась рядом. Король прыгнул, чтобы защитить своего сына, и в панике засунул голову в металлическую лестницу, прислоненную к дереву. Лестница сжала шею, и лев оказался почти полностью парализован. Несмотря на боль, он остался с Прайдом, но уже не мог активно участвовать в охоте. Засуха усилила трудности, добычи становилось все меньше, и Прайд постепенно голодал. Тогда младший брат, молодой и амбициозный лев, возглавил миграцию. Король понимал, если он останется, Прайд пострадает. В ту ночь он тихо покинул Прайд, чтобы не мешать. С тех пор прошло 2 года. Лев выживал, находя остатки добычи и скрываясь среди скал. Лестница оставалась постоянной пыткой, не давая ему двигаться нормально. Он стал словно живым призраком. Майкл, наблюдая за ним, вызвал спасательную команду и осторожно подошел с водой, чтобы поддержать животное до прибытия специалистов. Когда команда прибыла, ветеринар Сара и ее коллеги приступили к спасению. Лестница прочно срослась с кожей, поэтому сначала использовали медицинский охлаждающий спрей. Затем осторожно и медленно, портативной электропилой, начали разрезать металл. Лев едва двигался, но Майкл успокаивал его, мягко поглаживая голову. Через час работы лестница была удалена. 20 килограммов металла, проведших 2 года на шее льва. Шея была ужасна, без шерсти, с кровавыми следами, но теперь лев был свободен. Спасенное животное сразу отправили в клинику, где его начали лечить и восстанавливать силы. Майкл долго наблюдал за процессом, не скрывая своего волнения. Это была победа, но одновременно и напоминание о том, как хрупка жизнь дикой природы рядом с человеком. 2 недели спустя Майкл снова оказался на северных равнинах Серенгети. Примерно в 500 метрах он заметил прайд белых львов. 2 брата шли рядом, львица и маленький львенок следовали за ними. Старший лев, который 2 года страдал и выживал в одиночестве, наконец вернулся к прайду здоровым и сильным. Младший брат был рядом, его глаза мягко встречались с глазами старшего. Майкл наблюдал за этой сценой с глубокой удовлетворенностью. Связь между братьями, забота и преданность были очевидны. Он достал телефон и отправил продюсеру название следующего документального фильма «Кровь гуще воды». История, которую он снимал, была не только о борьбе за выживание, но и о силе семейной преданности, о любви, которая способна преодолеть любые испытания.